Здесь и край России, и край Казахстана, и край цивилизации. Почему я путешествую? Я люблю исследовать что-то неизвестное, открывать для себя новые места. Как только у меня появляется возможность, я отправляюсь за впечатлениями на поиски приключений. В этот раз я мчу через пол Казахстана, из Алматы на Алтай. Пока по сторонам только степи, украшенные красивыми лошадьми и космическими пейзажами. Но через 1000 километров местность сильно меняется. Появляются реки, бескрайние смешанные леса, наполненные дикими животными. Это приграничная зона Казахстана и России. Мы съехали с трассы, проехали пост лесников, получив одобрение на посещение этих мест, и уже 50 километров едем по грунтовой дороге, не встретив ни души. У нас нет конкретного плана, есть фактически точка на карте, которая нас заинтересовала. Получается, едем, куда глаза глядят. Слишком мало у нас времени для хорошей экспедиции, но упускать возможность хотя бы пару дней провести тут не хотелось. С вами канал Походный Оптимист. Приятного просмотра. Что, дорога кончилась? Идем дальше смотреть брод. Вот в планах вот здесь вот проехать и вот на ту косу выехать на машине. Если этого не получится, то мы пойдем туда пехом. Думали просто сегодняшний день устроить возле машины ночевку, потому что время уже 6, через 2 часа будет темнеть. А мы еще не нашли места, а нам собираться нужно, рюкзаки комплектовать. Поэтому сегодня думаем возле тачки заночевать, поставить большую палатку, костер. Так сказать, по романтике. Иду на этот раз в трусах, чтобы не замочить шорты. Вот по той стороне где-то я слышу шум, едет грузовик. Вон лесовоз едет. Но как бы перебраться на ту сторону на машине, я не знаю. Шикарно. В общем, вот вдоль берега, а вот здесь на диагонали глубина не больше, чем по колено. И вот на эту косу можно вполне проехать на машине. Господи, как же здесь круто. Лучше брод, если вот прям по прямой идти, наискосок. Ну супер, попробуем. Вот общаемся с Димой через рацию. Там были места, где по колено, а здесь вот и середины колена нет. Что, пробуем вброд перебраться? Да, зарядили дрон. Посмотрим, что у нас выйдет. Так, ну надо по-любому понижать. Ну давай. Сейчас я ремень сзади закину. Ну вот неплохое здесь местечко, кстати. Вот можно было бы здесь базу устроить. Но здесь, я думаю, будет так себе рыбалка. Здесь спокойная вода, нет никаких перекатов, поэтому, наверное, у нас ничего не получится. Так. Знаешь, что нужно еще сделать? Принудительную передачу. Не больше второй. Ну погнали. Что, плывем? Ого! Каменюка была, да. Вот он, Алтай, друзья. Машина не подходящая немножко, я думаю, у нас. Надо какую-то буханку или хантерок делать. Вот. Главное, чтобы она нас вывезла отсюда. Да. Опа, 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 опа. Опс. А тут, кстати, тоже колея. К слову. В общем, мы выехали на эту косу. Слушай, ну ни одной пробуксовки не было. Едет себе, едет потихонечку.
поставили с Димой камеру, решили посмотреть, как она проедет под колесами. И что-то ходим. Все нормально, она даже работает. Ну да. Ну, в общем, как бы красота требует жертв. Но она снимает. Она Она снимает. снимала. Передний дисплей работает. Это, конечно, жаль. Что, может, поменять можно? Может, можно поменять. Но в воду нам ее уже не окунуть, как хотелось бы. Дима говорит, что не верит, что он здесь. Что добрались до куда-то вообще. Не верю, что я здесь. Посмотрю на эту природу, на эти горы, холмы, разнообразие деревьев, реку, отсутствие людей. Вот эту вот дорогу, по которой одно удовольствие ехать. В прямом смысле. И такое ощущение, как будто я на краю мира. Здесь и край России, и край Казахстана, и край цивилизации. Ну что, сейчас переодеваемся, начинаем таскать дрова сюда активно, потому что солнце садит прям моментально, буквально минут через 40. Потом в темный лес не ходить. Холодает, я скажу. Ну, получается отлично. Круто, когда все идет не совсем по плану. В этом и есть приключение. Главное, что без вреда для здоровья. Жалко, конечно, что GoPro-шку раздавил. Я очень пытался проехать, чтобы она оказалась под машиной. И как бы такой кадр получился, чтобы я проехал. Но чуть руль рульнул и экрану заднему конец. Ну,
Это меньше из того, что мы могли бы потерять на самом деле, проделав такой путь. Камень. Не знаю, мне кажется, он самый симпатичный из тех, которые мы здесь видели. Сейчас надо хорошенечко отмыть, тереть, потом проходить, обязательно, чтобы не было грязи, пыли. Надо погромче шуметь, чтобы к нам никто не пришел. О! Запах невероятный. Держи. О, как запахло костром. Кайф вообще. В общем, план у нас такой. Мы хотим сначала приготовить мясо на маленьком костре, на этом камушке. А потом сюда же в эти угли накидаем большие дрова, и будет уже долгоиграющий костер. Отпугивать зверей, обогревать нас. Я думаю, что в таком месте будем сидеть, пить чаек горячий и любоваться под шум реки и под свет огня этой природы. А природа на самом деле фантастическая. Есть некое какое-то умиротворение. Чувство чего-то дикого, чего не получаешь в других. Да, вот эти все места, которые нам с тобой рекомендовали, все были вот... Достаточно попсовыми, я бы Да, сказал. то есть они, конечно, крутые, люди приезжают на какое-нибудь мега-озеро, фотографируются, там тут же стоит кафе. Ну, это круто, но это совсем не то.
намного интереснее все-таки посещать места, когда вот такая вот дичь, ты не знаешь, что тебя ждет. И мы до сих пор не знаем, какие у нас планы будут завтра. Где мы будем ночевать? Возле машины или где-то уйдем с палаткой маленькой? Чистая импровизация. Да. Потому что на самом деле мы даже не строили какой-то маршрут. Мы просто решили, что вот это место, оно максимально отдалено от каких-то ближайших населенных пунктов. Почему сюда? Потому что мы искали примерно здесь, но мы боялись приближаться к границе. Ну, чтобы не вызывать подозрения пограничников ни казахстанских, ни российских. И тут, выкладывая сторис о нашей поездке в Инстаграм, отозвался один из зрителей, Виктор, который написал в сообщениях про это место. Ну, про эту деревню, точнее, что нам, наверное, будет лучше сюда съездить. И мы решили, почему бы и нет, посмотрели по карте и проложили маршрут именно до этой отдаленной деревни. Как раз тут до границы 15 километров. Есть река, чтобы порыбачить, и абсолютно нетронутая природа. Дикие звери и, конечно же, красивые пейзажи. Спасибо, Виктор, за Да, спасибо, Виктор. такую подсказку нам. Ну, я думаю, Да, кстати, к вы... Виктору еще можем заехать. Может быть, заедем на обратном Виктор об пути. этом узнает немножечко позже. Если получится, конечно, если все будет Да. нормально, выедем пораньше. Да, если хотите какие-то тоже давать советы, комментарии, то добро пожаловать ко мне в Инстаграм, там открыт директ, там открытый комментарий. И милости просим. Ставим что? Чечевицу варится. Потому что у нас Не взяли овощи с собой. нет никакого гарнира, кроме... Ну, хотя как, кто-то скажет, ничего себе у вас нет гарнира. В общем, да, у нас будет чечевица, будет стейк на камне и хлеб, ну и чай. Да. Это наш сегодняшний Завтра ужин. в идеале бы, конечно, нам рыбешку поймать. Да, будем идти, наверное, по перекатам и кидать спиннинг. У нас 2 спиннинга, я с собой взял 2 спиннинга. Как я их вез, это отдельная история. Но я их довез. Вот такие 2 кусочка говядины сегодня будут в нашем желудке, приготовленные на камушке. Я думаю, что мы их чуть-чуть прям смажем маслицем. Посолим и поперчим. Но сразу не дать ему прилипнуть Да, это важно. в самом начале. Пока схватится. Слушай, великолепно получается. Надо перевернуть дощечку другой стороной и на нее выложить. А зачем переворачивать? Ну, там же было мясо сырое. Там Это бактерии. же говядина. Какая разница? Да я тебя умоляю. Говядину сырую едят. Ну, мы же не знаем, откуда она. Ты серединки проверял, там все нормально? Да вроде норм. Medium well, да? Или как он? Ну, половину к тебе, половину ко мне. А, ну давай. По пакетику. Так. Так. Что там с нашей чечевицей? Чечевица просто, мне кажется, Она отлично. готова. А, и вскрывай прямо и пакет. Вся в тарелке.
Ну-ка. Не чечевичный ли вкус у нее? М. Вполне чечевичный. Вполне. Приятного аппетита всем, кто кушает вместе с нами. Всем приятного аппетита. Вот это кинозал, да? Да, вообще шикарно. У меня вообще оттуда постоянно кажется, но это эхо. Мне тоже кажется, что что-то с той стороны происходит, но я полагаю, что это шум от переката. А! Мишаня! Ну, у нас здесь есть только ножи. Больше ничего. Если на вас напал медведь, упритесь вот так, достаньте нож и начинайте бить ему в живот. Медведя вы не убьете, но можете поставить рекорд по количеству ножевых перед смертью. На самом деле, по-правильному от медведя не надо убегать, потому что в тот момент, когда человек убегает от медведя, медведь его воспринимает как жертву. Тем самым вы показываете медведю то, что вы слабее его. Очень тяжело, я думаю, будет не убегать. Очень тяжело. Хорошая каша получилась. Че, в общем, утро великолепное. Встали, поели молочной каши, собрали вещи. Сейчас собираем рюкзаки, чтобы отправиться уже в пеший поход с ночевкой. Куда-нибудь в лесу хотим заночевать в этот раз. Вот, как следует насладиться лесом, так сказать. Рекой насладились, но все равно берем с собой удочки, потому что река будет попадаться нам на маршруте, и покидать в надежде на поимку хариуса все-таки желание есть. Палатки, спальники, минимум еды и, собственно, вперед. Не, норм вроде идет. При условии, что у тебя там, считай, и ночлег, и еда, и вода. Без ущемления себя.
Зашли на дорогу лесную. Там сначала она вообще заросшая, сильно ее вообще плохо было заметно с реки. Но мы ее с дрона видели еще утром. И решили по ней прямо пойти глубоко туда в лес. Через километров 4-5 мы опять должны выйти к реке. По этой реке, по этой дороге. И пойти уже вдоль всего полуострова, ну, этого речного. Обратно, может быть, на ту сторону переберемся. Вот, собственно, какие-то такие планы. Птички поют. Класс, слушай, ну, сухих елей навалом. Вот это вообще для ноги будет супер. Елей, да, очень много. Чтобы найти площадку. Все, уже идем с зимой, все сырые. Жара на самом деле достаточно сильная, мне кажется, градусов 30. У нас за спиной рюкзаки, ну, наверное, килограмм по 25. И все время идет подъем. Хотя бы нет травы и не жрут комары. Че, Дим, как ощущения у тебя? Пока очень легко. Пить охота. Да, пить охота. Воды у нас с собой 4 литра. Сейчас подъем кончится и тормозим. А. И потом. Слушай, ну это лес так лес. Если бы слепни не доставали, Да. я думаю, что они с нами летят с этого, с реки. В лесу-то им делать нечего здесь. Так, ну что, решили, в общем, на этом месте мы побыть до вечера. Дороги здесь нету, мы с дрона все просмотрели, чтобы вернуться по реке. А течение в другую сторону, то есть даже плыть бесполезно. Там 8 километров получается, вот в обход вот тех вот двух гор. И мы решили то, что здесь будем до вечера, отдыхать, загорать, купаться и кидать спиннинги. Вот, потом покушаем и двинем в обратном направлении 5 километров вот через гору. Там примерно 2,5 километра в гору, но уже солнце зайдет, будет не жарко, с легкостью поднимемся. И поставим палатки прямо в дремучем лесу, там наверху, прямо на горе. Вот, переночуем, а утром спокойно, там буквально за пару часов уже спустимся к машине. Вот такой план у нас. Вот, сейчас иду посмотреть, может чучка попадется. Я еще тот рыбак, сами знаете. Но пока время есть, можно попробовать что-нибудь покидать. Если рыба будет, мы бы сейчас, конечно, костер бы развели.
и зажарили ее. Вот здесь в каменюках может сидеть щучка. Вода очень чистая. Эх, зацепилась за камень, что ли? Не пойму. Похоже, зацепилась. Давай, давай. Водичка великолепная. Чистая. Прохладная, но не холодная. И при этом отлично удаляет жару. Чё ж ты? Все, освободил. Не знаю, я не рыбак. Рыбу ловлю раз в год. В лучшем случае, это обычно у меня ничего не получается. Вот, поэтому то я делал, не то, не знаю. Вот такая вот штука. Пойду попробую поменяю. Потому что сейчас полчаса кидаю. Ничего. Вот я, когда к воде, к берегу подвожу ее, вижу то, что за ней идет стайка маленьких рыбок, таких же, как она. Но хищный не берет. В общем, выбрали место для ночевки. Сейчас мы находимся прямо посередине, между местом, где мы оставили машину, и местом, где пытались сегодня рыбачить. То есть прямо на вершине горы. Завтра будет нас ждать только спуск. Это очень приятная вещь, спуск. Поэтому можно спокойно сегодня отдыхать, наслаждаться этим лесом, этим безмолвием. И стараться не пригласить в гости Михаила Потапыча. Чьи следы мы видим всю дорогу. Сейчас пока не стемнело, еще у нас есть время быстро поставить палатки. Вот, и начать таскать дрова. Потом я думаю, что мы далеко от лагеря отходить не будем. К тому же вторую рацию мы сегодня потеряли по дороге. И связи друг с другом может не быть, если кто-то где-то потеряется. Вот здесь вот поспиливать, Дима, вот эти сучки. Да ты не спилишь их? Ну давай попробуем. Ну попробуй. Решили сделать таежный костер, чтобы не бегать за дровами, сразу 3 бревна кинем друг на друга. Часа 2-3 он гореть будет, потом будет долго дымить и отпугивать зверя. Костер у нас типа пушка получается. Он потихонечку будет гореть и осыпаться прямо вот туда вот под дерево. Там будет основное пламя гореть. Сейчас бахнем петарду, чтобы звери знали, что мы здесь.
Как выстрел с пистолета. Кашку с тушенкой. Сегодня без изысков. Не сурки было весь день тащить по горам. Мясо, оно бы испортилось. Ну что, Дим, как у тебя впечатление? Супер. На самом деле, мы прошли, наверное, не так много, всего километров 8. Мы морально не были готовы к таким К такому подъему. подъемам. На такой короткой дистанции набор высоты почти 500 метров. В одну сторону. Да. Километр набрали. За 8 километров. Да. Доброе утро. Доброе. Че, живы мы с тобой? Да вроде как. Ты че вставал-то часа в 3? Кострище разводил. А я проснулся, у меня забило нос. Я решил, что мне надо встать и походить. Вот я встал походить. Разжег костер. Фух, что-то прям вообще очень хорошее настроение. Вчера была тяжко, но сейчас, позавтракали, выспались. Полны сил, рюкзаки облегчились. И я бы, наверное, еще по пару дней по лесам и пошарахался. Но жаль, времени мало. Надо, наверное, планировать какую-то сюда экспедицию, такую больно легкоходную уже. Заранее готовить легкие вещи, чтобы облегчать рюкзак. Брать питание на подольше. И какую-то защиту от диких животных подумать. И когда реально можно пошарахаться по местным просекам. Спиннинг точно нужно брать телескопический. Потому что с такой антенной ходить по кустам проблемно.